Студия «Зеленый мир» представляет фильм «Перспективы развития виноградарства», созданный в рамках проекта «In situ on farm» – сохранение и использование агробиоразнообразия, плодовых культур и их диких сородичей, реализуемого в Казахстане по гранту Международного центра биоразнообразия, программы ООН по окружающей среде, Глобального экологического фонда. Виноград – солнечная ягода. Относится к самым древнейшим культурным растениям планеты. Он использовался человеком в пищу более 9000 лет назад. Памятники культуры Древнего Египта, Фивахи, Бен-Гассани демонстрируют все известные приемы возделывания винограда. Современные ученые насчитывают около 8000 сортов винограда с плодами, окрашенными во все цвета радуги. Некоторые сорта необыкновенно урожайны. Известны случаи, когда виноградная лоза давала до 9 тонн винограда, а отдельная кисть весила до 9,5 килограмм. Виноград – очень ценный продукт питания, а его лечебные свойства были известны еще в древности. Во второй половине XIX века, когда появились химические анализы, выяснилось, что по своему составу виноградный сок сходен с женским молоком. Ягоды винограда содержат до 29% сахаров, кислоты, витамины группы В, С, П и К1. Виноград усиливает обмен веществ в организме, улучшает кровообращение и, что очень ценно, особенно в наше время, нормализует кровяное давление. К лучшим лечебным сортам винограда относятся тайфи розовый, плавай розовый, мускат александрийский, нимранг. Учитывая эти ценнейшие свойства, вопрос дальнейшего развития производства винограда является одной из актуальных проблем республики. Возделывание винограда имеет свою специфику, поскольку юг и юго-восток Казахстана – это самый северный ареал промышленного виноградарства в восточном полушарии. Это определяет саму систему выращивания этой культуры. Ну, в частности, зимы, которые даже на юге республики у нас не позволяют возделывать виноград так, как возделывается в основных регионах мира. Так как, например, в Калифорнии, в Западной Европе, в Юго-Восточной Азии и других регионах, где виноград возделывается без укрытия, так как плодовые сады, то на юге и юго-востоке Казахстана это невозможно из-за достаточно суровых зим. Поэтому виноградарство здесь, как называется, укрывное. Нашим институтом была разработана для юго-восточных районов, предгорных районов Алматинской области и Южно-Казахстанской области, была разработана система пригибного возделывания винограда. Здесь виноградники снимаются на зиму со шпалеры и пригибаются к земле, но уже не укрываются землей, а просто зимуют под, значит, снежным покровом, который и спасает их от зимних повреждений. Достаточно сказать, что 15-20 сантиметров снежный покров способен защитить от морозов 20-25 градусов. Это дает большую экономию трудозатрат и позволяет весной раньше начинать работы на виноградниках с тем, чтобы успеть сделать обрезку до распускания почек. Кроме разработки систем перезимовки, мы разработали специальные формировки, которые приближаются, значит, по своей трудозатратности к неукрывным высокоштамбовым формировкам. В Древнем Риме виноград вообще не обрезали. Лоза окутывала кроны деревьев, и ягоды уходили высоко в небо. Поэтому закон предписывал тогдашним сборщикам винограда обязательно оставлять завещание. А вот открыл людям обрезку винограда, по легенде, ослик, как-то объевший побеги. К удивлению хозяина, именно этот куст дал обильный урожай. С тех пор человечество веками совершенствовало способы обрезки и формировки виноградного куста.
Интересны разработки Казахского научно-исследовательского института плодоводства и виноградарства, особенно для нашего непредсказуемого климата. Сегодня в Казахстане появилась возможность возделывать виноград в пригибной и неукрывной культуре. Наиболее эффективно при пригибной культуре использовать длиннорукавные формировки, которые разработаны в Казахстане и в странах СНГ, основанные на принципах высокоштамбовых формировок со свободным свисанием однолетних побегов. При длиннорукавной формировке казни ПВ-1 за счет свободного свисания однолетнего прироста идет лучший фотосинтез листовой поверхности. За счет этого на 15-20% увеличивается масса гроздей. Ряд преимуществ длиннорукавной формировки по отношению к вееру позволяет смело рекомендовать ее для фермеров, виноградарей юга и юго-востока Казахстана. После сбора урожая мы приступаем. Обязательно мы должны делать влагозарядка полив. После влагозарядка полив обрезку делаем осенний, убираем лишнюю, ненужную, которые поломанные, недозревшие. У нас винограднику пригибной, поэтому через ряд я делаю валы, нарезки делаю. Образующиеся вот этой канавки, вот туда укладываем, пригибаем вдоль арочка и присыпаем. Нужно сказать, что ассортимент винограда сложился в Казахстане на промышленных виноградников в конце 50-х, начале 60-х годов. Тогда закладывались значительные площади виноградников, и посадочный материал в основном завозился из Узбекистана, Туркмении, также из Закавказья. Это такие сорта, как столовые, тайфи розовый, кишмиш черный, баян-ширей, тырбаш и другие. Эти сорта в обозримом будущем будут составлять основу казахстанского виноградарства. Классическим столовым сортом позднего периода созревания является тайфи розовый. Это представитель узбекской группы сортов. Такие товарные, красивые грозди, крупные и очень крупные ягоды. Этот сорт предназначен в основном для хранения. Конечно, возможно его употребление в свежем виде, непосредственно, как говорится, с куста. Но это основной сорт, который, в общем-то, предназначен для хранения и дальней транспортировки. На примере сорта тайфи розовый можно проследить требовательность виноградного растения к внешним условиям произрастания. Значит, это, я уже говорила, это узбекский сорт, где сумма активных температур 4000-4500 градусов. То есть напряжение тепла гораздо выше, чем в наших условиях. В Узбекистане этот сорт дает до 30 тонн с гектара прекрасных, красивых, таких питательных гроздей. Наши условия в меньшей степени соответствуют требованиям этого сорта. И поэтому у нас здесь урожай где-то 8-10 тонн с гектара при хорошем уходе, при хорошей агротехнике. Кроме этого, это очень неморозостойкий сорт, поэтому на зиму он требует укрытия в наших условиях. Здесь представлен сорт винограда кишмиш розовый и рядом кишмиш черный. Это оба сорта бессемянные, высокое содержание сахара, довольно низкое содержание кислоты, но в таком гармоничном сочетании обеспечивает такой хороший вкус и большую популярность у населения. Кишмиш розовый и кишмиш черный – это среднеазиатские сорта. Там они созревают значительно раньше, чем у нас, поскольку сумма активных температур выше. В наших условиях они созревают где-то в середине-конец августа месяца. Урожайность этих сортов высокая, 12-15 тонн с гектара. Здесь применяется длиннорукавная формировка, поэтому только часть куста представлена здесь. Кишмишные сорта
больше распространения все-таки имеют у нас на юге республики, а вот в Алматинскую область завезены сотрудниками Института плодоводства и виноградарства, требуют дальнейшего расширения посадок как перспективные сорта. Сорт «Арман». Это сорт нашей казахстанской селекции, выведен учеными Казахского института плодоводства и виноградарства, получено скрещивание сортов мускат Александрийский и жемчуг Саба. Вот мы видим, что размер грозди, величина ягоды, эти фенотипические признаки унаследованы от муската Александрийского, который также имеет крупную гроздь и крупную ягоду. Окраска золотистая, янтарная, с янтарным оттенком – это как раз от жемчуга Саба. Ну, что достоинство этого сорта? Ранний срок созревания, крупная ягода и насыщенный мускатный аромат. Венгерский сорт «Королева виноградников» завезен в Алмату, в Казахстан, сотрудниками Института плодоводства и виноградарства в 1956 году. Сорт выведен венгерским селекционером Матишем Яношем. Столовый сорт раннего срока созревания, гроздь крупная и очень крупная, плотная, ягода крупная и очень крупная, белые окраски с насыщенным мускатным ароматом. Мякоть мясистая, сочная. Это тоже такой типичный представитель столовых сортов раннего срока созревания. Достоин более широкого внедрения в производство, в посадки, в арендаторские крестьянские хозяйства. Имеет прекрасный товарный вид и высокие вкусовые качества. Вот здесь представлен сорт «Кызылтан». Это сорт нашей казахстанской селекции, выведен учеными Института плодоводства и виноградарства казахстанского. И сорт очень раннего срока созревания. Его название «Кызылтан» в переводе с казахского означает «утренняя заря». И вот, глядя на эти прекрасные грозди и ягоды, видно, какого они красивого, такого, густо-розового оттенка, напоминающего действительно утреннюю зарю. Поэтому здесь такое название очень характерно, так сказать, отражает окраску, и вообще нежное название отражает нежный вкус ягод этого сорта. Вот видим, что грозди довольно крупные, ягоды тоже крупные, красивые окраски. Грозди имеет очень такой красивый товарный вид, прекрасные вкусовые качества, мякоть сочно-мясистая, кожица очень нежная, тонкая, тающая. Каждый хозяин, имея этот сорт на своем участке, может им гордиться. Какой-то красивый, вкусный и рентабельный сорт. Сорт выведен путем скрещивания сорта «Легкий аромат» и «Ризомат». Нужно, конечно, иметь в виду, что эти сорта, большинство из них могут возделываться в пригибной культуре, но на неукрывную культуру они не годятся. Поэтому одной из задач Казахского научно-исследовательского института плодоводства и виноградарства является создание зимостойких сортов. Вот в последние годы были созданы такие сорта, как Алмалы, Береке, Самал и другие, которые проходят в настоящее время государственные испытания. Они на юго-востоке Казахстана, возможно, будут возделывать в неукрывной культуре. Наша зона, вот эти вот предгорья, горы наши, создают такой уникальный микроклимат, и такие у нас уникальные микроусловия, скажем, для винограда, что, в общем-то, вы, наверное, даже знаете, что алматинские яблоки – это лучше, чем любые яблоки в мире. Вот. Это благодаря уникальным условиям, благодаря нашим горам. Вот то же самое сказывается на винограде. Вкусовые качества винограда и это такое гармоничное сочетание кислоты и сахара придает ему такой уникальный вкус нашему винограду. Все вместе взятое все-таки заставляет нас выращивать именно такой красивый и питательный, ценный продукт, иметь свой. Это, наверное, это прекрасно.
Сегодня во всем мире уделяется огромное внимание сохранению агробиоразнообразия, плодовых, ягодных культур, а также сохранению в природе их диких сородичей. В Казахстане с 2006 года под эгидой программы развития Организации Объединенных Наций работает проект. Он называется «In situ on farm», в рамках которого и реализуются эти очень важные задачи. Проводятся регулярные семинары, публикуются рекомендации фермерам, на места выезжают ученые, специалисты практики, экономисты. В сочетании с государственными субсидиями это позволит сохранить уникальные местные сорта, увеличить урожайность, тем самым внести реальный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.